Если да, то мне стыдно за свои сны. И ради вот этой корки, это моя жизнь, и делаю, что хочу по голове. Портите себе организм, выпнули просто так из дома. Всем привет, я Валя, и вот и настал тот день, когда мы с вами станем чуточку ближе друг к другу. Я подготовила для вас 20 фактов обо мне. Фамилия Корнухова-Коноплёва, и многие думают, что это фейковая фамилия, но нет, это моя настоящая фамилия, и во всех документах она пишется именно так. Предыстория этой фамилии такова, что когда мои родители решили расписаться, они соединили свои фамилии, и у них в документах тоже двойная фамилия. Но я опережая вопросы, сразу скажу, что после замужества я не смогу сделать тройную фамилию. Двойная фамилия — это максимум. Родилась и живу я в городе Новосибирск. По образованию я техник-программист. В колледж я поступила после 9 класса, и факультет программирования был единственный факультет, на который я подала документы. И мне повезло, я поступила на бюджет. И ради вот этой корки я отучилась 4 года. У меня 35 размер ноги, и иногда мне приходится покупать обувь в детском отделе. Являюсь фотороманом с самого детства, лет с 3. И самая старая вещь в моей коллекции — это кассета «Гарри Поттер и философский камень». Блин, было бы интересно сейчас пересмотреть именно с кассеты. Работаю я дома веб-дизайнером, и, в принципе, это достаточно смежная профессия с моим образованием. Может, и не зря. У меня есть одно тату, оно сделано в память о моем котике Алоха. К сожалению, у него была неизлечимая болезнь, но благодаря этому тату он навсегда останется со мной. Я не люблю пить кофе. От родителей я съехала в 18 лет, и это не было каким-то спонтанным решением, типа «все, мне 18, я буду жить самостоятельно, это моя жизнь, и делаю, что хочу». Нет. Мы с родителями очень часто говорили на эту тему, и я всегда знала, что они не против того, что в 18 лет я начну жить самостоятельно. И они меня не выпнули просто так из дома, типа сказать «ну все, иди, живи, как бы в свободное плавание отправляйся». Меня поддерживали и помогали мне на протяжении всего времени, пока я не получила образование. Я не ем грибы, оливки, большинство фруктов и ягоды, кроме арбуза. Мне просто не нравится либо их вкус, либо их запах, и меня просто воротит от них. У меня есть 2 кота. Питер, ему 2,5 года, и Арчибальд 3, коротко Арчи, ему 7 месяцев. Они очень добрые, и самое прикольное, что они тебя всегда встречают, когда ты приходишь домой. Либо с утра приходят к тебе в кровать, и они не будут, а просто ложатся с тобой рядом. В школе я много занималась спортом и ездила на соревнования по легкой атлетике и волейболам. Кстати, вот моя фотография в местной газете с моих последних соревнований. Если вам интересно, почему эти соревнования стали для меня последними, я могу снять видео на эту тему. Я ужасная Соня, я невероятно как люблю поспать. Даже когда я просыпаюсь, я могу пролежать еще 2-3 часа в постели и только потом встать. У меня осознанные сны. В том плане, что я всегда понимаю, что это сон, и я могу управлять им. Это началось лет в 12, и до сих пор это продолжается. Но не спрашивайте меня, как сделать так же. Честно, я не знаю. Это появилось само по себе, и я не знаю откуда, я не знаю, как это объяснить. Единственный минус этой вещи, как осознанные сны, они запоминаются в памяти не как типа сон, ты запомнил сон и все. Оно воспринимается, как будто это было в реальности. И я могу путать какие-то разговоры, были ли они в реальности, либо это у меня во сне. А может, я в параллельной вселенной вижу, как у меня реально происходит событие? Если да, то мне стыдно за свои сны. Я обожаю итальянскую кухню, я бы вечно питалась пастой. Фетучини в сливочном соусе просто божественно. Я даже дома научилась делать пасту, я чаще всего делаю фетучини в сливочном соусе с беконом. Это просто шедеврально. Это просто
невероятно как вкусно. Могу как-нибудь снять рецепт того, как я делаю пасту. Я практически не ем мясо. Когда ты сказала, что ты обожаешь пасту с беконом, ну да. Я не веган, как вы уже поняли, и мне нравится вкус мяса. Но дело в том, что мой организм не может переварить тяжелое мясо по типу говядины и свинины. Мне просто становится плохо, из-за этого я ем его очень мало. И нет, ребят, у меня нет анорексии. В таком весе я, наверное, лет с 14, как мой рост закончился, то есть я 1,55 м, и мой вес остановился. То есть рост и вес остановились, с 14 лет я не меняюсь. Да, ребята, мне уже 20. Просто старость на лицо. В детстве я занималась многими направлениями танца, и одним из направлений был belly dance, восточный танец. Но ты же понимаешь, что без лайка не будет продолжения. Первые мои собственные воспоминания начинаются примерно с 2,5-3 лет. И первое воспоминание, которое у меня осталось в голове, это то, как мы с моими родителями поехали на пляж, и на этом пляжу мне попали волейбольным мячом по голове. Похоже, мне было настолько больно, что это настолько сильно отпечаталось у меня в голове. Я никогда не пробовала курить сигареты, и вам не советую. К курению я отношусь крайне негативно. Это не только из-за того, что вы портите себе организм, но из-за того, что вы вливаете в это кучу денег. Но еще я терпеть не могу запах табачного дыма. Мое зрение составляет минус 0,75. Это когда плохо видишь вдалеке. И не всегда хожу в очках, потому что я до сих пор не могу привыкнуть к ним. Линзы я не ношу, потому что, в принципе, при таком минусе это не критично. Стоило бы, но я все равно как бы вижу. Это были все факты на сегодня. А вот вопросы для вас. Ответы на них оставляйте в комментариях. Спасибо, что вы были со мной, и спасибо за 1К. Вы просто невероятные ребята. И всем-всем пока-пока.